Итак, уважаемые друзья, сегодня мы проводим открытую лекцию. Лекцию проводим совместно с представителями отрасли. Есть такие компании, которые занимаются перевозками, в том числе и негабаритных грузов. Это компания СТС, Чандер, Хартфорд. И вот представитель этой компании Михаил Валерьевич Голосов сегодня вам расскажет о том, как осуществляется технологии отслеживания грузов в процессе смешанных перевозок, покажет это на практике, ну и готов ответить на ваши вопросы. Всем добрый день. Сегодня расскажу про созданный нами инструмент и разрабатываемый в данный момент, который мы применяем для отслеживания мультимодальных и проектных грузов. Мотивация вообще к этому ко всему лично для меня стал финансовый кризис 2014-2015 годов. Вы знаете, что такое финансовый кризис? Когда у вас есть некое предприятие, есть определенный минимум действий, которые вы должны сделать, чтобы оно работало и функционировало, но у вас не хватает ресурсов, прежде всего финансовых, чтобы это осуществить. Вот. Мне тогда один хороший знакомый мой сказал, что если раньше, лет 10 назад, логистические компании толкались локтями, то сейчас они лезут друг другу по головам и вообще сказать, что ты хочешь вообще в этой сфере сделать, тут ничего нового не придумаешь. Но на самом деле это действительно так. Вот вы, когда у вас выпуск, вы выпуститесь, кто-то, наверное, пойдете на работу, есть среди вас, возможно, сейчас отчаянные, которые решат открыть свой бизнес. В принципе, это не так сложно. То есть вы можете взять кредит или занять у кого-то денег, взять в лизинг машины, платить водителю, платить за ГСМ, платить за амортизацию, сделать какую-то рекламу, чтобы у вас заказы эти были, да? Но на самом деле, если так вот по протаренной дорожке идти, я вам просто гарантирую, что ничего не получится. Не потому что вы думаете, что мы будем делать, я буду делать лучше всех. На самом деле конкуренция огромная, вы не будете делать лучше всех. И единственный вариант – это делать какие-то решения, занимать какую-то нишу, которая не занята. Ничего нового в этом нет, это не я придумал. Вот. Но нужно делать что-то уникальное, что другие не будут делать. Не просто по стандартной дорожке идти, а что-то предлагать. Вот. В общем, тогда у меня была очень такая жуткое отчаяние, я не понимал, что делать, и в какой-то момент мы с группой товарищей решили заняться этим факультативом и начать разрабатывать эту штуку. Я отвечу вам сейчас, процитирую Марка Уотни, это персонаж одного из моих любимых фильмов «Марсианин», заменяя неприличное выражение. Из этой затруднительной ситуации, так скажем, меня вытащит только наука. Вот. Кризис отступил, сейчас идут какие-то заказы, идет работа, но он неминуемо и бесповоротно снова настанет. И, возможно, он придет, когда вы закончите институт. Это будет сложно найти работу, будет еще сложнее открыть свой бизнес. Я никого не пугаю, но просто вы должны понимать сразу, что нужно заранее уже крутиться. Вот. Технология, о которой я вам сегодня скажу, я вообще часто слышу слова уникальный, инновационный на разных конференциях, и я лично уже отношусь к этому скептически, потому что много рассказывают ни о чем. Но данная технология, я надеюсь, мы попробуем подробно вам сейчас объяснить, она действительно является, по сути, уникальной. Я надеюсь, что она или ее аналог, я надеюсь все-таки, что она лет через 5-10 будет повсеместно использоваться логистическими компаниями. Я как пример приведу такси. То есть раньше такси это были частники, которые ломили цены в аэропортах, и вы не знали, как вообще оттуда уехать. Сегодня все пользуются приложениями, Uber, Get, вызываете. Рынок прозрачен, сервис качественный, и эта проблема решена. Собственно, позвольте представить вам технологию нашу. Она называется GoRadar. И, соответственно, мне помогут в этом мои товарищи, чтобы разбавить немножко мое выступление интерактивом. Прошу вас поприветствовать их. Ответственный момент, да?
ну все, ура. У нас задача доставить вот этот проектный груз, то есть флешку со сверхсекретной информацией вот к этому вот ноутбуку. Я передаю ее нашему заслуженному автоперевозчику Александру. Давайте начнем. Значит, пункт отправления, это у нас будет за пределами этой аудитории. Дверь, это у нас граница нашего государства, внутреннего аудитории. Соответственно, давайте мы... еще один момент, который я попрошу, Геннадий Ильич, будьте у нас таможней. Вам в нужный момент нужно будет дать добро на выпуск груза, таможня же дает. Ну, либо мы, в общем, от вас полностью зависим в этом отношении. Вот, так, ну что ж, можно нам следующий слайд. Внимание на экран. Значит, у нас есть, погрузка у нас уже произошла, да, этапы трекинга. Это погрузка, автоперевозка до границы, таможенное оформление на границе, автоперевозка от границы до аэропорта и, собственно, терминальная обработка в аэропорту и авиафрахт. Вот. Ну, мы, наверное, готовы начать. Поехали. Вот у нас автоперевозка, как видите, началась, да? Пока автоперевозка идет, я вам расскажу. Значит, GoRadar основан на принципе сбора информации с ресурсов отслеживания по 4 основным видам транспорта. То есть это автомобильный, авиационный, водный и железнодорожный. У нас в данный момент 2 типа. Это авиационные и автомобильные. Так, у нас мы на границе, я так понимаю, да? Граница. Вот. Собственно, у нас сейчас очень важный этап таможенное оформление. Геннадий Ильич, что скажете, можно проезжать нам? Досмотр нам назначить? Таможня дает добро. Все, поехали дальше. Спасибо большое. Так, едем дальше. Ну вот представьте, вернемся к разговору о вашем бизнесе. К примеру, вы там купили несколько «Газелей», заключили договор с авиакомпанией, да, и, соответственно, используете подобное какое-то приложение. Вы уже даете клиенту там возможность отслеживания, это уже ваше конкурентное преимущество. Вот, поэтому, но мы в данном случае, как бы он работает уже в нескольких компаниях модульно, вот этот инструмент, мы на этом останавливаться не собираемся, мы хотим это внедрить, сделать облачное решение, уже занимаемся этим, и сделать мобильное приложение. То есть как бы люди все сидят, клиенты, экспедиторы щелкают, вводят трекинг номер, ищут свой груз. Вот, так, ну что у нас там, как груз приехал к аэропорту? Все, мы подъехали к аэропорту, начинается терминальная обработка. Как, готовы мы к полету, да? Все, значит, начинаем следующий этап. Это авиафрахт. У нас ноутбук находится на удаленной местности от нас, в труднодоступной. И добраться туда можно только с помощью авиации. Пока мы летим, я еще вам расскажу про несколько деталей немаловажных. Так как это все проходит в режиме факультатива, мы готовы выслушать любые идеи, если у вас они будут, и если они действительно будут достойными, если вы готовы будете их реализовывать. А что значит реализовывать? Это надо трудиться очень сильно, и очень сильно это должно нравиться. Поверьте мне, что вот для меня лично это было там вторым дыханием, то есть я взглянул на эту отрасль там под новым углом, так скажем, да, и, соответственно, после этого, сейчас это там очень круто, мы делали это там, по вечерам где-то в наших офисах, и очень доставляло нам это удовольствие большое. Ну, соответственно, welcome, если хорошие идеи, мы тщательно их рассмотрим и предлагайте, мы всегда открыты для диалога. Так, ну что, у нас авиафрахт закончился, да? Получается. Смотрим, что там было на этой флешке. Так, вот, собственно, на этой флешке была непосредственно презентация GoRadar, о которой мы сейчас об основных нюансах вам расскажем. Поехали. Как я уже сказал, да, то есть это трекинг в мультимодальном исполнении. Рынок сейчас растет, реально он очень быстро растет, появляются новые компании, которые предоставляют услуги отслеживания. Но, как правило, это привязано либо к железу, то есть это датчики GPS на машинах, или это номера контейнеров, номера судов, ну, номера ММСА на судах, либо сбор данных, как на железной дороге. А мы как бы предоставляем такое некое экспедирование в перевозках. То есть мы собираем эти данные, агрегируем на одной площадке. Вот, собственно,
Это и есть мультимодальный трекинг. То есть вы на одном ресурсе собираете все виды транспорта и все это как бы смешиваете для удобства. Как это делается, сейчас мы расскажем. Осуществляется это с помощью договоров с вендорами. По каждому направлению есть определенный вендор. То есть кто-то отслеживает автоперевоз, кто-то ЖД. Соответственно, это надежные компании, с которыми мы заключили договор, проводили там переговоры, и они все тоже заинтересованы в развитии рынка, и они предоставляют нам качественные данные, и мы с ними в этом отношении работаем. Основной момент – это автоматизация процессов, то есть вы не звоните, там говорите, там, Вася, где мой груз, там передаете это все, пишете, потом вбиваете в ноутбук, информация недостоверна, мы сейчас это отдельно разберем. Это все, как бы, вы задаете, это определенный алгоритм, вы сразу задаете набор данных и отдыхаете, груз едет спокойно, и никто не очень, все понимают, что просто ждут его прибытия. Вот на примере морской перевозки мы сейчас объясним. Например, вот представьте, что вы везете груз из порта там, Шанхай в порт Новороссийск. Экспедитор вбил номер MMSI, завел его на площадку, дал трекинг номер клиенту, все, один раз в порту мы это сделали, дальше на всем пути следования можно отследить, никто никому не звонит, просто мы это вот следим за этим. Едем дальше, приехали в порт Новороссийск, и, допустим, дальше нам нужно ехать куда-нибудь в Ижевск, условно, да? Мы используем автоперевозку. Для этого приезжает водитель в порт, мы вводим новые данные, то есть это новые данные, в данном случае это номер телефона водителя. Мы его вбили, он смс-очкой подтвердил слежение, все, дальше он едет, никто ничего не переживает, не звонит, мы понимаем, что он у нас на слежении, вплоть до прибытия в пункт назначения. Следующий момент – это простые договорные отношения. Как бы вот с договорами вы, наверное, будете тоже сталкиваться в будущем. Сейчас это кипа бумаг с перечислением всего законодательства, еще много чего ненужного. Мы будем стараться уходить от этой бюрократии, как бы делать стандартную заявку, одностраничную, желательно электронную. Вот. И сейчас технология блокчейна сильно развивается. Возможно, мы сразу делаем такой задел, чтобы это все внедрять тоже туда. Простота в использовании – это экономия времени, нервов. То есть там человек сидит, он в кафе, клиент вводит трекинг номера, а его груз при этом там едет где-то вот на одном из участков, которого там рассказал. И, соответственно, экспедитору нужно только вот на стыках менять данные. Все, как бы, это тоже преимущество. Отсутствие ложной информации. Вот это важный момент, я вам тоже пример приведу. Представьте, что прошло какое-то долгое время, вы работаете вот в этом заведении и заказали какой-нибудь там реквизит, вот проектор условно, да, и везут вам его для очень важной конференции какой-нибудь, и вам его везут из, ну, допустим, Новосибирска, да, вам его везут, вы звоните диспетчеру, он говорит, все нормально, груз там под Рязанью, завтра будет с утра. Груз не приезжает, вы ждете до вечера, груза нет. Проходит день, с утра тоже груза нет. Вы звоните водителю, он говорит, я там под Нижним Новгородом там сплю, вообще не работал телефон, я отстаивался, все. И вы как бы нервничаете, вы понимаете, что вам какую-то недостоверную информацию, грубо говоря, вас просто обманывают. На самом деле вас просто не хотели расстраивать, просто не дозвонился диспетчер и говорит вам, ну, надо ему что-то сказать. Он так прикинул сам. В данном случае, да, как бы приходит смс-ка, водитель подтвердил, и все, он может есть, пить, спать, там, что хочет делать, но вы знаете, где он. Вот. И если только он не выкинет телефон. Но на данный случай тоже предусмотрены определенные меры, то есть система рейтингов, да, как в том же Uber, например. То есть если подрядчик предоставляет один раз не тот номер судна, да, мы плывем куда-нибудь в Новороссийск, отслеживаем судно, которое идет куда-нибудь в Австралию, да. Если он один раз недостоверные данные предоставил, второй раз, третий раз у него водитель номер телефона выкинул, он, скорее всего, у него рейтинг понижается, и из системы он вылетает. Вот, поэтому предполагается, что подрядчики здесь очень хорошие, и все вам дают как надо, все данные, все соответствует реальности.
Следующий слайд, в общем, из-за этого я так переживал, что этот груз наш долетит. То, в общем-то, все те, кому я хотел сказать, без кого бы я сейчас вот вам на этой кафедре не рассказывал про этот инструмент, люди, которые помогали в развитии этого инструмента и которым я безмерно благодарен. Без них бы я, наверное, не смог бы так все сделать. На самом деле людей больше, некоторые скромные, со временем этот список, я надеюсь, будет пополняться. И я хотел отдельно еще сказать спасибо Московской государственной академии водного транспорта, потому что на самом деле я был приятно удивлен, что учебное заведение так заинтересовано вообще в этом во всем. С коммерсантами было намного сложнее вести в этом плане диалог. И это хорошо, потому что кто как не вы, в общем-то, это все должны менять. Если у вас есть какие-то есть к этому интерес и будет в дальнейшем, то у нас что-то будет меняться, наверное, в лучшую сторону. По-другому, мне кажется, никак. Еще раз вас благодарю. В общем, на том слайде, который мы сейчас вам покажем, изображены все те, кто в будущем может быть к нам присоединиться, и нам кажется это вполне реальным. Внимание. Да, именно вы можете к нам в дальнейшем присоединиться. Как я уже говорил, мы всегда открыты к идеям, потому что у нас все это в таком творческом режиме, в процессе факультатива. Просто даже не важно, мы, не мы, разрабатываем это, какая технология пробьется. Просто факт в том, что я практически уверен, что я сейчас вам это все рассказываю, а где-то там сидят ребята у себя в гараже или в офисе, или в какой-нибудь тоже аудитории, вместо лекции, или после лекции. И занимаются этим всем. И если мы это все делать не будем, как я уже сказал, ничего не будет. Спасибо вам большое еще раз в таком небольшом театральном исполнении представили.